Всем привет, с вами Роман Юниман. В этот раз давайте поговорим о русском языке на Украине. Сразу скажу, что нынешний этап после начала СВО мы рассматривать в этом видео не будем. Я скажу лишь, что его нынешнее положение в украинском государстве не то что плачевное, реально катастрофическое. Даже русскоязычные беженцы с востока Украины сталкиваются с дискриминацией на западе страны. Ну вот, как таксист-переселенец столкнулся с українською пасажиркою в Ужгороді. Мені глибоко насрать. Ви не розмовляєте нашою мовою, це для А мене яка дуже ваша багато. мова? Українська наша мова. А у меня яка мова? Мацкальська. Она отказалась оплачивать проезд, потому что водитель говорил на русском языке и в грубой форме предложила ему вернуться в свой Харьков. Ну ти пи***ти собі в Харків, прийшли тут А что это вы? Украина наша общая. Да. Многонациональная Не страна. знали, де дітися, то приперлися. На фоне боевых действий русский язык запретили преподавать в Одесской области, а из библиотек собираются изымать русскую литературу. При этом русский язык в школах области нельзя даже будет преподавать факультативно. На него наложили полный запрет. То же самое, кстати, будет еще и в Николаевской и в Харьковской областях. Поэтому вернуться в свой Харьков уже не получится. Понятно, что СВО значительно повлияло на восприятие всего русского, но ведь и до нее отношение к русскому языку было тоже не очень. Давайте разбираться. Для начала вообще давайте поймем, а есть ли смысл обсуждать эту тему? Может быть, школы на русском для русскоязычных на Украине и правда не нужны? А большое число русских и русскоязычных Украины это вообще выдумки? Если посмотреть разные источники статистики по количеству русскоязычных на Украине, то можно увидеть совсем разные цифры. Начнем со всесоюзной переписи 1989 года. Тогда на Украине 73% опрошенных назвали себя по национальности украинцами, а 22% русскими. 65% назвали родным языком украинский язык, а русский язык 33%. Но не все так просто. Совсем немногим позже, в 1991 году, Киевским международным институтом социологии было проведено исследование. Выборка для исследования была приличная, опрос прошли почти 2000 человек. Людей опрашивали методом личного интервью, причем социологи, которые непосредственно общались с людьми, знали как русский язык, так и украинский. В свою очередь, респонденты могли выбрать, на каком языке будет проводиться интервью. Так вот, по итогам этого опроса к украинцам себя отнесли 73% опрашиваемых, а 66% сказали, что их родной язык украинский. Результаты, видите, получились точно такими же, как и в переписи. Но, как говорится, есть нюанс. В то же время только 44% предпочли отвечать на вопросы на украинском языке, а вот на русском общались с социологами аж 55%. Все это говорит о том, что с самого момента независимости Украины языковой вопрос стал вопросом идеологическим. В реальности на русском языке говорило больше людей, чем отвечало в соцопросах, а ответ про украинский язык, получается, выбирался как социально одобряемый. Такая вот занимательная социология. Но идем дальше. Первая и единственная всеукраинская перепись населения проходила в 2001 году. По ее результатам около 30% людей на Украине назвали себя русскоязычными. Это 14 миллионов человек. Также в ней, кроме вопроса про родной язык, был и вопрос про этническую принадлежность. 78% отнесли себя к украинцам, а 17% к русским. И здесь делаем небольшую оговорку, чтобы был понятен масштаб. Даже если принять за чистую монету 17% русских, давайте быстро сравним это с другими странами, где существуют значительные нацменьшинства. Вот, к примеру, в Казахстане, где казахов 71%, а русских и русскоязычных более 20%. Или в Канаде, где 20% считают себя франкоканадцами. В общем, Украина — это точно не история про ярко выраженное мононациональное государство по типу Германии, Польши или Албании. Даже если закрыть глаза на многие «но» и поверить переписи 2001 года на слово. Но вообще и к этой переписи есть вопросы, но к этому мы еще вернемся. Сейчас на дворе 2022 год. Прошло 20 лет, и данные переписи уже не актуальны. К тому же формулировка «родной язык» не отражает и не может отражать фактическое использование языка. Да и тем более есть куда более свежие и независимые исследования. Пойдем хронологически. В 2009 году по результатам исследования ФОМ Украины в качестве языка бытового общения 51% опрошенных указали русский язык, а украинский — 43%. В 2011 году американский институт Гэллопа провел свой опрос на Украине. По результатам этого опроса 83% украинцев выбрали анкеты на русском языке.
Часть социологов предполагает, что это свидетельствует о том, что родной язык для них — русский. Кстати, совсем не внушающая оптимизма картина для тогдашних поборников украинского как единственного государственного. А вот по данным украинского исследования за 2021 год цифры немного другие. Проводили этот опрос методом личного интервью Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерева и социологическая служба Центра Разумкова, а финансировало исследование посольство Нидерландов. Русский своим родным языком, согласно этому исследованию, считает 18% опрошенных. В то же время в этом исследовании отличаются результаты для разных частей страны. Например, в южных и восточных регионах русский родным языком назвали от 34 до 41% ответивших. Также любопытно, что дома используют русский язык 20% тех, кто назвал своим родным языком украинский. И это все по результатам явно не пророссийского исследования. И самые интересные цифры дает, как ни странно, Google. Как оказалось, запросов на русском языке по слову «Украина» в 2019 году было в среднем в 8 раз больше, чем запросов слова «Украина» на украинском. За последние 12 месяцев по очевидным причинам разница стала меньше. Но все еще в среднем Украину на Украине гуглят на русском в 5-6 раз чаще, чем на мове. Кстати, эти данные вы можете проверить сами через Google Trends, ссылка в описании. Запросы на бытовые темы жители Украины также предпочитают делать на русском языке. И только в нескольких областях Западной Украины украинский язык популярней. Интересно, что данные института Гэллопа и результаты Гугла показывают сопоставимые цифры бытового употребления русского языка. Причем оба исследования показывают не сухие данные, а уровень реального использования языка. В первом случае при выборе языка анкеты, а во втором на основе поисковых запросов. Давайте попытаемся резюмировать все цифры и учесть, что языковой вопрос крайне идеологизирован. В реальности русскоязычных на Украине как минимум половина населения. Была. При этом от 70% граждан язык понимают, могут говорить на нем и ищут с его помощью в интернете. С теми, кто считает себя русскими, на Украине вопрос куда сложнее, и однозначный процент тут дать более-менее нельзя. Но на эту тему мы, возможно, запишем еще другое видео. В контексте языковой политики Украины нужно упомянуть еще одно любопытное явление. Это так называемая линия Субтельного. Это граница, которая делит Украину на русскоязычную и украиноязычную часть. Термин появился благодаря канадскому историку украинского происхождения Оресту Субтельному. Кроме распределения по языкам, линия Субтельного хорошо обозначает и объясняет политические пристрастия регионов. Это проявилось и на выборах 2004 года, и на последующих голосованиях. Юго-Восток всегда голосовал за условно пророссийских политиков, а Запад и Центр за условно прозападных. Линия Субтельного проявляется даже сейчас, в 2022 году. Например, по источникам потребляемой информации. Вот забавная статистика. Одна часть Украины ищет в Ютубе отчеты Алексея Арестовича, а другая — отчет Михаила Подоляки. Арестович, как известно, озвучивает официальную украинскую позицию, а Подоляка — неофициальную, но российскую. Разделяют эти запросы ровно та же самая линия Субтельного. Даже СВО ей не помеха. Стоит отметить, что в 2014 году именно в городах Юго-Востока происходили волнения относительно отмены закона о региональных языках 2012 года. Но не будем пока забегать вперед. Добавлю лишь два забавных факта. Во-первых, самого Субтельного наградил посмертно Порошенко за, в кавычках, «весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства». Ну а во-вторых, научным руководителем Ореста Субтельного был профессор Гарвардского университета Александр Петрович Оглоблин, урожденный Мисько. Он во время Великой Отечественной войны стал коллаборационистом нацистской Германии и был назначен первым начальником городской управы, бургомистром во время оккупации Киева. Недолго он им, правда, был, всего месяц, но вот даже застал расстрелы в Бабьем Яре. Итак, что мы имеем? На Украине, мягко говоря, точно была двуязычность. А если говорить прямо, то и вовсе преобладание русского языка в бытовом общении. Юго-восток Украины и вовсе имеет четвертьвековой культурный и политический паттерн поведения, отличный от остальной страны. Давайте посмотрим, как поступают другие страны при таких вводных. Взглянем, что называется, на мировую практику. Ну вот опять же тот же Казахстан. Там доля этнических казахов сейчас 70%, а русских 16%. С другими европейскими русскоязычными народами процент будет более 20%. В общем, сопоставимые цифры с украинской переписью 2001 года. При таком соотношении граждан, говорящих на разных языках, в Казахстане русский язык является официальным. И хотя этот статус ниже государственного казахского, но русский используется в деловом, правительственном и коммерческом общении на законных основаниях.
Доля русскоязычных школ в Казахстане около трети. В 13-14 годах примерно 30% обучалось в Казахстане на русском языке. Ну то есть примерно как и доля неказахов в стране. Никто не говорил тогда о запрете обучения на русском языке. Уйдем немного западнее, рассмотрим кейс Финляндии, настоящей развитой европейской страны. В ней 86% людей говорит по-фински, а 5% населения говорят по-шведски. При этом язык шведского меньшинства — это обязательный предмет в школах с 7 по 9 классы. Кстати, Швеция была метрополией Финляндии, так что постколониальный дискурс тут не отговорка. Плюс, согласно современным законам Финляндии, муниципалитет считается двуязычным финско-шведским, если доля шведоязычных в нем превышает 8%. Финские шведы отождествляют при этом себя с Финляндией, несмотря на родной шведский язык. Таким образом, все довольны, никаких конфликтов. Идем дальше, приблизимся практически к самому светочу демократии. Ну, не США, но рядом, к Канаде. По переписи 2016 года англоязычных в Канаде 56%, а тех, кто говорит на французском, больше 20%. Оба языка, и английский, и французский, государственные в Канаде. Поэтому и обучение возможно на обоих языках. В целом, на федеральном уровне языки имеют равные права, вплоть до того, что можно употреблять и английский, и французский язык во время дебатов и в деятельности парламента. Есть и еще ряд стран, где языковые и нацменьшинства имеют даже меньше процент от населения, но обладают куда большими правами, чем русскоязычные на Украине. Русскоязычные, которых столько же, а то и большинство на Украине. Но уж если не на национальном уровне, то как минимум на уровне муниципалитетов можно же не щемить русский язык. И это будет по всем мировым стандартам. Но украинизаторы, судя по всему, были иного мнения. Отличного от мировой практики. Вообще, для чего я рассказывал так подробно и отвечал на, казалось бы, глупый вопрос, а есть ли русские и русскоязычные на Украине? Ну, во-первых, для того, чтобы показать, это не такой однозначный вопрос и вообще предмет манипуляций. Но даже если идти по нижней границе, которую выделяют на Украине, русских не меньше 1/6 части населения, а говорящих на русском не меньше 1/3, но вообще-то половины. В любой стране мира такой показатель будет считаться крупным и языковым меньшинством. Даже и при меньших пропорциях права таких граждан защищаются во всех нормальных странах. Давайте теперь рассмотрим подробнее, что происходило с русским языком на Украине все это время до начала СВО. Начнем с эволюции законодательной базы в хронологическом порядке, чтобы понять, как Украина пришла к нынешнему своему состоянию. Начнем с момента ее независимости. Но вначале надо сказать, что еще в 1989 году в республике был принят закон о языках Украинской ССР. Он действовал вплоть до 2012 года. Согласно ему, русский язык признавался языком межнационального общения, а украинский — государственным. Это означало буквально следующее. Русские должны были знать должностные лица наряду с украинским, а Украина гарантировала свободное использование русского языка во всех сферах. Закон затрагивал государственное делопроизводство, сферу образования, науку и культуру Украины. Ну, например, паспорт и ряд других документов выдавали на 2 языках. Обучение и воспитательная работа тоже велись на украинском, но изучение русского при этом было обязательным. Язык обучения можно было выбирать в конце концов. Научные работы могли выполняться на украинском или русском языке. СМИ могли издаваться на украинском или языках других национальностей. Не было запрета на другие языки при обслуживании клиентов. Идем дальше. В 1996 году была принята Конституция Украины. В статье 10 украинский язык также признается государственным. В то же время на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, а также других языков национальных меньшинств. И вроде как следующий шаг должен был дать в теории еще более твердые гарантии русскому языку на Украине, уже признанный на европейском уровне. Речь идет о Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Украина должна была принять этот документ, так как это было одно из условий пребывания страны в Совете Европы. В чем же суть этой хартии и как она защищала русский язык? По сути, она фиксировала необходимость защиты русского языка и языков других меньшинств. Ведь согласно ее положениям, в местах компактного проживания нацменьшинства наряду с государственным языком могут использоваться и другие языки. Однако даже такое травоядное положение, защищающее права русскоязычного большинства в местах его проживания, столкнулось с беспрецедентным сопротивлением еще в 90-е годы. Верховная Рада ратифицировала эту хартию в 1999 году, но президент Леонид Кучма отказался подписать закон о ратификации. На этом основании Конституционный суд отменил действие закона. Повторно хартия была ратифицирована в 2003 году, но в этот раз взбеленился МИД Украины и в течение 2 лет отказывался передавать ратификационные грамоты.
В результате Украина ратифицировала лишь декларативные положения из документа только к 2006 году, то есть формальную его часть. Но суть документа-то полностью выхолащивалась. По итогу ратифицированного документа русский язык оказался приравненным к языкам, число носителей которых не превышает нескольких тысяч человек. А сам русский лишили права быть защищенным в соответствии с положениями Хартии, что, кстати, полностью не соответствует ни духу, ни букве Хартии. Украинские власти волюнтаристски утвердили, что Европейская конвенция регулирует лишь вопросы поддержки исчезающих языков. Но это буквально вранье. Прочитайте Хартию. Мы приложим в описании видео ссылку на документ. Параллельно с законодательством также рьяно действовали проукраинские активисты. Бытует мнение, что гонение на русский язык — это история последних лет 5, ну максимум 10. Мол, до этого никакой дискриминации русскоязычных на Украине не было. Вот даже одной из любимых фраз украинских националистов является «А кто вам запрещает говорить на русском языке?». Но дискриминация была, она была и раньше. Права русскоязычного меньшинства нарушались и до СВО, и даже до 2014 года, в 90-е и в нулевые годы. Эти эпизоды как снежный ком нарастали. Вспомним несколько ярких моментов из уже современной истории, которые сейчас незаслуженно позабыты. Стоит начать с того, что с самого начала 21 века на Украине стали активно закрываться школы, где преподавали на русском языке. К 2007 году в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях не осталось ни одной школы с русским языком обучения. В Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях учебный процесс осуществлялся на русском языке лишь в одной школе. В столице Киеве осталось лишь 7 школ с русским языком обучения из 504. И это при том, что русских и русскоязычных в этих регионах даже по итогам переписи 2001 года значилось значительно больше, чем вот на эти куцые десятки школ. Отдельно стоит отметить заявление депутата Ирины Фарион от партии «Свобода». В феврале 2010 года она опубликовала видео с детского сада. Там она призывала детей не использовать русские уменьшительные имена. Дальше я начну ее цитировать. «Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию», заявила Фарион дошкольнице. Вы, конечно, извините, но я и дальше буду ее цитировать. «Лиза» — это от слова «лизать». Был когда-то паршивый такой женский журнал «Лиза». «Маша» — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас одна должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет Петриком. Миколку никогда не обзывайте Колей, Ганусю — Анушкой, а Наталочку — Наташей, продолжала Фаріон. Якщо вона Маша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті Маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петію, це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися або навчитися, як українською мовою правильно називатися. На этом она не остановилась. Уже в июне того же года Фарион заявила, что украинцы, которые называют родным языком русский, являются в кавычках украинцами и дегенератами. И их нужно привлекать к уголовной ответственности. И на этом она тоже не остановилась. Позже, когда был убит заметный украинский активист Олесь Бузина, она заявила, тоже процитирую, «Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта внезапная смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую тем подонком. Таких не убеждают. Такие приходят в мир, чтобы мы очищались от ментального ила и творили духовную вертикаль. Такие идут в канализацию истории. Бузина — чертячье отродье, мрак ему и забвение». Жесть. К слову, сам Олесь Бузина не был каким-то пророссийским деятелем. Он выступал за независимость Украины и ратовал за права русскоязычных граждан своей страны, а также предложил принять пакет законов, запрещающих неонацистские организации и пропаганду нацизма. За его позицию в 2009 году он подвергся цензуре, а в 2015 году был убит. Следствие неохотно взялось за это дело. В итоге к 2017 году виновные исполнители получили лишь частичный домашний арест. Стоит отметить и случай с Георгием Делиевым. Это автор небезызвестного в 90-е нулевые «Маски-шоу». Маски появились сразу после развала СССР в 1991 году и высмеивали в сатирическом ключе реалии и стереотипы своего времени. Стоит отметить, что сюжеты шоу были легко понятны как украинцам, так и русским, поскольку иронизировали над постсоветской эпохой. Примечательно, что среди героев телесериала был и карикатурный украинец с чубом. Зачастую он по-доброму подкалывался, а стереотипы с ним обыгрывались в комедии положений. Сам Делиев родился в русскоязычной среде в Херсоне, а часть молодости и вовсе провел в России, работая архитектором и режиссером. Но большую часть жизни и карьеру он построил в Одессе, где как раз основал и свой театр, и свое шоу.
Но в 2006 году и его шоу с эфира сняли журналисты издания «Украинский тиждень». Они обвинили его в украинофобии и неприятии идеалов оранжевой революции. Почти что октябрьской. Считается, что связано это с выпуском Делиевым сатирического клипа на песню «Ридна Украина». В нем его лирический герой пытался петь прославляющий украинский язык песню на мове, но сбивался. Мужчины в костюмах, предположительно агенты СБУ, периодически подсказывали ему слова. В какой-то момент певец срывался и начал причитать и ругаться на русском, за что его начали избивать. Я не могу так петь, понимаете, в конце концов. Вы же мне это прям на уши, я пою, вы мне державную мову. Да что, какую державную мову? Да вашу державную мову. После релиза клипа Делиеву пришлось извиняться и говорить, что в свет вышел черновой вариант. Вот так вот одна неосторожная шутка про украинскую мову по сути закрыла 15-летнее шоу, которое стало культовым и в России, и на Украине. А самого артиста в своей родной стране заставило вечно каяться, да так, что теперь и не отмыться. К слову, в украинской версии Википедии Делиев и по сей день записан украинофобом. Но вернемся к законодательству. В 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики. Также он известен как закон Кивалова-Колесниченко из партии регионов. В законе было введено понятие «региональный язык». Для его выделения на определенной территории необходимо как минимум 10% носителей этого языка. И только тогда он используется наряду с украинским в официальных учреждениях и других сферах региона. Вообще этот закон отлично вписывается в нерешительную политику многовекторности Януковича, когда и вашим, и нашим. Несмотря на то, что в нем для региональных языков представляется довольно много возможностей, русский язык, согласно закону, теряет в статусе. Вместо языка межнационального общения он становится лишь региональным языком, ну и теряет некоторые привилегии, которые он имел согласно закону о языках Украинской ССР. С другой стороны, стоит учитывать контекст. За 20 лет сворачивания и использования русского языка во всех сферах для русскоязычных жителей Украины это был глоток свежего воздуха. Правительство Януковича шло навстречу народу, сопровождая принятие этого закона пророссийской риторикой. Особенно горячо это встретили жители Юго-Востока Украины, особенно после Ющенко, который ассоциировался с политикой украинизации. Поэтому этот закон воспринимался как некое закрепление положения русского языка и остановка украинизации востока и юга страны. Он коснулся 13 из 27 регионов Украины. Там русский стал региональным языком. При этом в Закарпатской области региональным языком был признан венгерский, а в Черновицкой – румынский, ну и в Крыму – крымско-татарский. Но даже такой беззубый закон вызвал бурю протестов от украинских националистов. Рассмотрение закона в Раде буквально сопровождалось драками депутатов. После принятия закона оппозиционные депутаты заявили о несогласии с голосованием и организовали акции протеста. Ну а в поддержку закона выступили официальные лица России, Венгрии и Румынии. Закон все же был принят, но ненадолго. И тут тоже надо смотреть контекст. В 2012 году, после оранжевой революции 2004 года и выборов 2010 на Украине окончательно обозначился раскол на два лагеря. На прозападный северо-запад и прорусский юго-восток. Закон 2012 года мог, как кажется, действительно сохранить хрупкий баланс. Баланс, при котором русскоязычные получили хотя бы какие-то законные гарантии на общегосударственном уровне. Важно отметить, что тогда именно украинские радикальные националисты выступили против этого закона. Они устроили многочисленные акции и высказывались против него. Ну вот цитата. «Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях, и в частности в Донецке с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения». Я напомню, речь идет про 2012 год. До Крыма никаких боевых действий нет. Закон принят законодательным органом всей страны. Казалось, что несмотря на долгий тренд на украинизацию, здравый смысл наконец-то победил, и государство услышало своих граждан. Но все изменил 2014 год. В конце 2013 года Евромайдан начался как акция протеста против решения правительства Януковича отказаться от подписания соглашений об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Вялотекущий малочисленный митинг резко разросся спустя неделю после начала акции, а все из-за жесткого силового разгона палаточного лагеря на Киевском Майдане.
Уже 8 декабря оппозиция удерживала часть государственных зданий и активно отбивалась от Беркута. При этом силовым блоком были украинские радикальные националисты, от тех же сторонников партии «Свобода» до правого сектора. Лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнебок и Виталий Кличко вначале сторонились своих союзников по коалиции, ну или, по крайней мере, делали вид, что брезгуют действиями националистов. Но по факту успехами в уличном противостоянии они были обязаны именно им. Таким образом, гремучий коктейль из широкой оппозиционной платформы смешался уже тогда. События января и февраля стали закономерным продолжением, тем более учитывая ряд принятых Януковичем решений. Ну, к примеру, оппозиция обозлилась из-за переговоров президента Украины с Путиным 15 декабря. Считалось, что там лидеры обсуждали поворот Украины на восток и вступление в таможенный союз. Затем, по сути, под совместным давлением оппозиции, радикалов и представителей МИДа разных европейских стран, Янукович подписал соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине. И в этот же день покинул Киев. Это произошло ночью 21 февраля. Ну а теперь следите за руками. 22 февраля восставшие уже получают международное признание со стороны ряда стран. Новый глава СБУ едет ловить Януковича в Крым. А 23 февраля обязанности президента Украины были возложены на председателя Верховной Рады Александра Турчинова. И в тот же день Рада голосует за отмену закона о региональных языках. Правда, ИО президента не стал подписывать решение Рады сразу. Но тут стоит задаться вопросом, почему? Почему одним из первых постановлений новой Рады уже 23 февраля была отмена регионального статуса русского языка? Ни пакет антикоррупционных законов, ни меры по стимулированию экономики, ни разного рода реформы. Нет, именно запрет русского языка. Других проблем, получается, не было? Но по факту это и была официальная позиция новой власти. Например, комендант Евромайдана Андрей Парубий еще в 2012 году во время принятия закона о региональных языках утверждал, цитирую, «Данный законопроект является преступным. Я буду делать все возможное, чтобы этот закон не был принят». Ну, сделал, получается. Дальше все пошло по накатанной. И хотя отмену закона отложили, маховик регионального противостояния был запущен. Кстати, уже потом, в 2018 году, Конституционный суд таки признал закон о региональных языках несоответствующим Конституции. Евромайдан и его политику дерусификации не поддержали в ряде регионов. Начались волнения, затем восстания. Вспомним все ту же линию Субтельного. Именно по ней прошел раскол. Тлеющее культурное противостояние резко вспыхнуло, и страна начала распадаться на куски. И виной тому языковая политика. Вообще, с 2014 года украинское государство все же взяло курс на твердое искоренение русского языка. И еще через 5 лет он был полностью выдавлен из сферы общественной деятельности. Давайте посмотрим, как это происходило. В 2016 году были приняты поправки к закону о телевидении и радиовещании. Согласно им, теле- и радиокомпании должны были в своем вещании содержать не менее 60% передач на украинском языке. Ограничения касались даже доли песен на каналах. Украиноязычных должно было быть не меньше 35%. Но аппетиты росли, и в следующем году были приняты новые поправки в закон о телевидении и радиовещании. Из них следовало, что доля вещания на государственном языке должна составлять не менее 75% в неделю. За невыполнение норм был введен штраф. Кроме этого, телеканалы были обязаны показывать фильмы только на украинском языке. Но лучше всего отражает отношение к русскому языку закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 2019 года. Сам закон Верховная Рада Украины приняла 25 апреля 2019 года, а 15 мая Петр Порошенко, на тот момент президент Украины, подписал его. Это был его последний жест перед своим уходом. Вслед за Конституцией закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного языка на Украине. Более того, закон создает условия для использования исключительно украинского языка во всех сферах общества. Но не только. На украинском должны быть также сферы обслуживания, образования, науки, культуры, СМИ, книжного дела и медицины. Отказ обслуживать на государственном языке и отсутствие информации на товарах и услугах на украинском тоже теперь наказывались штрафом. Закон 2019 года по итогу не регулирует только частное общение и религиозные обряды. То есть вся реклама стала обязана выходить только на государственном языке, украинском. Научные издания теперь публикуются на государственном языке, на английском и других официальных языках Европейского Союза. Диссертации и монографии пишутся и защищаются на украинском или на английском языке. Даже публичные научные мероприятия должны быть тоже на украинском. Закон также затронул сферу обслуживания, в том числе интернет-магазины, культурно-массовые мероприятия, обслуживание туристов, печать и продажу книгопечатных изданий. Введены были и требования к фильмам и сериалам.
В этом году в силу уже вошла статья с требованием к русскоязычной печати издавать тираж и на украинском языке. Но если проще говоря, то русскоязычные издания теперь просто не могут печататься из-за этого требования, слишком затратно. Также в июле этого года начнут действовать нормы о пользовательском интерфейсе программ и сайтов на украинском языке. С июля 2024 года увеличиваются языковые квоты на телевидении. На общенациональном телевидении доля вещания на украинском должна будет составлять не меньше 90%. Интересно, кстати, как теперь будут выходить прямые включения и интервью с условным Невзоровым, который рассказывает о своем новом украинском паспорте. Придется ему учить украинскую мову. Александр Глебович, добрый вечер. Мое глубочайшее почтение. Слава Украине! Героям слава! Ну, хотя бы обращение за медицинской помощью может осуществляться на приемлемом для сторон языке. Слава Богу, пока что можно кричать «я умираю», а не «я вмираю». Важно тут еще вот что. С 1 сентября 2020 года на Украине все русскоязычные школы были переведены на украинский язык обучения. И это при президенте Зеленском, который обещал этого не делать еще задолго до начала СВО. И сделано это было в соответствии с законом об образовании еще 2017 года. При этом для меньшинств, которые говорят на языках ЕС, обучение на украинском будет обязательным лишь с 2023 года. А русский это же не язык ЕС, в отличие от венгерского. То есть русский язык сознательно ущемлялся даже в пользу венгерского и румынского. По закону о полном общем среднем образовании 2020 года ученики имеют право изучать свой родной язык наряду с украинским, если не относятся к коренным народам или национальным меньшинствам. Для этого для них выделяются отдельные классы. Только требования к разным нацменьшинствам почему-то разные. Например, нацменьшинства, к которым в том числе относятся русскоязычные ученики, обязаны получать среднее образование с преподаванием на украинском языке не менее 80% от годового учебного времени. В то же время для меньшинств, говорящих на языках ЕС, требований меньше. Среднее образование ученики должны получать с преподаванием на государственном языке объемом не менее 20% в 5 классе и 40% в 9 классе. То есть русский язык хуже венгерского или румынского получается. Русскоязычное образование можно было теперь получить только в частных школах, но и они должны обеспечивать преподавание украинского. То есть произошел завершающий этап украинизации системы образования. Если ты русскоязычный на Украине еще до всяких СВО, возможности бесплатно обучать ребенка на русском языке у тебя не было. В итоге получается страна-перевертыш, где меньшинство шаг за шагом проводит политику директивной украинизации населения. Причем зачастую занимаются этим самым сами русскоязычные депутаты, президенты, медийные лица. И занимаются с момента независимости Украины. Объяснить это странное явление можно разными способами. Мощным и консолидированным лобби украинизаторов в истеблишменте Украины, желанием заработать политические очки в глазах радикалов, поисками геополитических врагов. Сути это не меняет. Еще до начала специальной военной операции и даже до 2014 года десяткам миллионов русскоязычных людей на Украине было отказано в будущем на их языке. Они хотели иметь возможность жить так, как им комфортно, говорить и вести дела на том языке, на котором они хотели. И разве у них не было на это права, учитывая, сколько их было на Украине? Все эти 30 лет сокращения русского языка – это очень грустная история, невозможная в современной цивилизованной стране. Ну а после объявления СВО русскому языку на Украине и вовсе придет конец. Сейчас язык стал маркером, который разделяет людей. Говорить на нем порой без преувеличения опасно. И как Украина будет теперь обходиться с тем, что все еще более трети населения русскоязычные, вопрос открытый. Видимо, стоит ждать того, что теперь там все скоро станут украиноязычными. Эксперимент языкового переворачивания страны за 30 лет завершился войной. Если бы изначально не было наступления на русский язык, не было бы и войны последних 8 лет. Как не было ее в Казахстане. Напомню, что в 2014 году катализатором стал именно языковой вопрос. Не будь его, стали бы люди выходить на востоке Украины и в Крыму? Стоило ли за эту украинизацию платить такую цену? И даже если не брать начало СВО, то Украина за нее еще полгода назад по факту заплатила гражданской войной и потерей части территорий. За русских и русскоязычных Украины России надо было начинать бороться еще 30 лет назад. Надо было растить русские политические организации, создавать пророссийские партии, реальные, а не кормить деньгами ручных олигархов. Надо было решительнее действовать в 2014 году, помогая тем регионам, где русских ждали.
К сожалению, СВО не решит проблем русскоязычных на Украине. Их положение из-за СВО станет еще хуже. И наша задача русских в России сейчас, это спасти как можно больше наших людей из этой ситуации. Именно поэтому мы в обществе «Будущее» помогаем беженцам с территории конфликта, поэтому возим туда лекарства. Все те, кто хотят жить в России и говорить по-русски, должны получить эту возможность. Покажите это видео тем своим знакомым, которые утверждают, что на Украине все 30 лет не было никаких проблем с русским языком. Были. Ну и подписывайтесь на канал. С вами был Роман Юниман. Всем пока.